Всем привет, с вами снова Спайди Санта. Я знаю, вы ожидали увидеть в этом видео обзор вырезанного контента из игры Человек-паук 3, но я пообщался с реальными разработчиками старых игр про Паучка, и я просто не мог ждать и утаивать эту информацию от вас. Сегодня вы услышите поистине эксклюзивные вещи, которых просто не существует во всем интернете. И знаете, самые крышесносные факты я, конечно же, спрячу ближе к концу видоса, поэтому обязательно досмотрите его до конца. Но прежде чем начать, у меня есть небольшая просьба. Если у вас есть знакомые художники, или вы знаете блогеров, которые рисуют в таком стиле, или которые могли бы нарисовать сцены в этом стиле по предоставленным референсам, черканите, пожалуйста, ссылочку на них в комментариях. Итак, я вижу, чай заварен, бутеры сделаны, а это значит, мы можем начинать. В общем, все началось с данного комментария под историей разработки. Мы списались с Александром, он снабдил меня советами по общению с разработчиками и отправил в путь добрый. И первое время я будто бы работал менеджером в забытой богом шарашке и делал, так сказать, холодные звонки. И поначалу меня даже добавили к себе в контакты великие Чад Мур и Джеймс Чао, но они молчали и просто игнорировали мои сообщения. А далее я получил вот такой ответ. То есть, даже если сотрудник больше не работает в Activision, он все равно обязан молчать, поскольку в 2007 заключил соглашение о неразглашении. А дальше начало происходить что-то очень странное. Сначала разработчики начали отвечать мне что-то из серии «Да, конечно, я отвечу на твои вопросы, чувак, что ты хочешь узнать?» Но после моих сообщений они резко включали жуткий игнор. Затем мой профиль просмотрели с аккаунта самих Activision, и буквально на следующий день меня заблокировали. И больше недели у меня не было доступа к аккаунту. Я уже было хотел сдаться, но потом вспомнил, что у меня есть почти 5000 подписчиков и есть ради кого стараться. И когда мне вернули доступ к аккаунту, я стал думать над новой стратегией. Еще раз пролистав книжку, откуда я брал большинство информации для прошлого видоса, мне пришла здравая мысль. Если крупные дядьки, которые работали над игрой от начала до конца, связаны с соглашением о неразглашении, то, а может быть, менее значимые фигуры смогут поговорить со мной. Например, разработчики, которые покинули проект до его завершения, или разработчики, которые были наняты по контракту. И знаете что? Это сработало. Дамы и господа, знакомьтесь, это Уэйд. Он не просто участвовал в разработке третьего Паучка, но и полностью посмотрел нашу с гением Карпатом историю разработки. Уэйду искренне понравился видос, и он отметил, что было приятно увидеть старые добрые лица. Но также Уэйд поправил меня касательно игрового движка. По его словам, игровой движок на самом деле называется Arch Engine. Он был разработан Treyarch, и на нем работают следующие игры. А вот NGL — это название графической библиотеки. И по тому же принципу были названы библиотеки для звука NSL и для видео NVL. Другой разработчик, Джерри, рассказал множество забавных историй из аудиопродакшена третьего Паучка. Например, звук является смесью звучания банки Фабриза и разрывания листа растения Канна. Но труднее всего, по его словам, было отыграть шаги Паучка, ведь они должны быть одновременно твердыми, но при этом подвижными и легкими. И идеального звучания шагов удалось добиться с помощью 2 рулонов туалетной бумаги с постукивающей по ним боксерской перчаткой. Да-да, теперь живите с этим. Еще один разработчик третьего Паучка, который пожелал остаться анонимным, поделился впечатлениями о последних месяцах разработки. Были периоды кризиса на протяжении всего проекта. Нам приходилось много работать сверхурочно, может быть, по несколько недель подряд пару раз в год. И в самом конце проекта, когда нам нужно было сдавать материалы, я работал больше месяца. Ранее я никогда не чувствовал такого большого давления. Все мои коллеги были замечательными, и Activision всегда делали сверхурочную работу довольно комфортной. Заказывали нам еду, предлагали постирать белье, но уточню, что у меня остались прекрасные воспоминания о работе в Treyarch и Activision. Я не могу сказать ничего плохого о работе в этой среде. И это, на мой взгляд, важное дополнение к моему прошлому ролику, а то я все ругал да ругал
ругал Activision, но почти не упомянул, что даже в самые трудные времена боссы старались хоть как-то заботиться о своих подчиненных из Treyarch. Интересными инсайдами поделился также один из разработчиков второго и третьего паучков, Ханс. Он был ответственным за разработку всех гонок и фотомиссий. История заключается в том, что тестеры иногда писали ему об ошибках, говоря, что во втором паучке пройти гонки за отведенное время просто нереально. Поэтому продюсеры Treyarch предоставили выбор: или Ханс увеличивает время гонок, или же он может записать видео, чтобы показать тестировщикам, как нужно их проходить. И он успешно записывал. Первоначально люди из продакшена составляли для Ханса список правил и ограничений для создания гонок, но Ханс настолько изящно и профессионально справлялся с гонками, что со временем геймдизайнеры второго паучка позволили ему делать с гонками все, что душе угодно. И нет сомнений, что Ханс лучше всех в компании Treyarch управлял Человеком-пауком. Говоря о третьем паучке, продакшн уже со старта доверял Хансу и позволил ему делать с гонками все, что он хотел. Но, конечно, геймдизайнеры часто беспокоились, что Ханс слишком усложнял квесты, поэтому ему приходилось их упрощать. Хе-хе, передаю привет всем, кто пытался пройти последнюю сайд-миссию по разминированию на время. А мы продолжаем общение с легендами и плавно переходим к отцу паучьих игр. Человек, без которого не существовало бы игр про Человека-паука в том виде, в котором мы их знаем. Позвольте представить маэстро Тома Мориваки. К сожалению, как вы помните, Йоши Тома достаточно рано покинул разработку третьего паучка, успев лишь накидать концепт инновационной боевой системы, которую так и не реализовали. Но об этом мы поговорим подробнее в следующих видео, а сейчас давайте окунемся в мир Человека-паука 2. Легенда поведал, что ящер был вырезан, поскольку была вырезана канализация, которой, в свою очередь, пришлось пожертвовать, чтобы уменьшить объем работы и успеть к релизу игры. Сама сюжетная линия ящера длилась буквально столько, чтобы ящер просто появился в игре, а канализация была настолько масштабной, что по размерам на 50% превышала размеры Манхэттена. В целом, по тем же причинам был вырезан и Скорпион. Однако, по словам Тома, сравнивая две сюжетки, все-таки история и идеи для линии ящера были определенно более решенными, чем для миссии про Скорпиона. Под нож также попала и треть города. На стадии концептирования были планы построить город за пределами острова, но эти идеи так и не дошли до стадии планирования. Я безумно благодарен маэстро Тома Мориваки за то, что он согласился ответить на мои вопросы. Для меня было огромной честью пообщаться с отцом паучьих игр. И полную версию интервью вы, как всегда, можете найти в моем телеграм-канале. Подписавшись на него, вы сможете не только отслеживать новости из закулисья создания видосов, но и пообщаться как со мной, так и с подписчиками на самые различные темы. Ссылочку я оставил в описании. Ну а мы двигаемся дальше. Еще один легенда, с которым мне удалось связаться, это великий Джеймс Захари, коллега и друг Йоши Тома Мориваки. Во-первых, Джеймс подтвердил, что демка с Росомахой, которую я и нашел в его портфолио, это концепция на скорую руку, над которой Джеймс вместе с коллегами экспериментировали, работая в Shaba Games. Во-вторых, Джеймс раскрыл, что же это за вырезанная механика, показана на данной демо-анимации. По его словам, эти трубы были на вырезанном уровне, и необходимо было быстро перебирать клавиши, чтобы оторвать трубу от стены. И по словам Джеймса, в них находился ядовитый газ. В-третьих, Джеймс поделился мыслями касательно разработки паучьих игр по фильмам. И закончил свое послание Джеймс крайне мило. Я рад, что вам понравились игры, в разработке которых я участвовал, ведь именно из-за таких людей, как вы, мы проводим долгие дни и ночи в разработке игр. И прямо с этого момента начинается эксклюзивный контент уровня Я в ахуе. Программист из Activision Central Technology, который само собой пожелал остаться анонимным, поделился одним поистине раритетным видео. Это конфиденциальная запись доклада с закрытого мероприятия Sony DevCon, которое прошло в 2007 году, аккурат после релиза Человека-паука 3. По понятным причинам я не имею права делиться полной версией видоса, и тем более
более вставлять отрывки, на которых присутствует докладчик. Но автор разрешил мне поделиться скриншотами из презентации и рассказать в целом о сути доклада. Из прошлого видео вы помните, что к декабрю 2006 года проблемы с производительностью игры до конца решены не были. Как я рассказывал, тогда на помощь команде пришли Марк и Шейк, который переделал графику и освещение с нуля, и Патрик Боуман, который оптимизировал процесс сборки билдов. Однако на тушение пожара в продакшене третьего Паучка именно для третьей PlayStation направили группу специалистов из Activision Central Technology. Central Technology — это крупная независимая студия внутри Activision, которая занимается исследованиями, разработкой инструментов, а также предоставляет услуги по тушению пожаров в играх, близких к завершению. На момент прихода ребят из Central Technology основная проблема заключалась в плохой оптимизации игры для центрального и графического процессора. Частота кадров редко превышала 10 FPS, а некоторые отдельные кадры и вовсе длились более 200 миллисекунд. И по словам докладчика, основная проблема этого хаоса крылась в том, что игра была агрессивно привязана к Xbox 360, которая являлась ведущей платформой для разработки Человека-паука 3. Задача стояла за 3 месяца оптимизировать и отполировать это чудо, и группа специалистов принялась за работу. Основных инструментов было 3 штуки. Первый — это P3X. P3X — это инструмент, необходимый для анализа того, что происходит в графическом процессоре RSX, а также для анализа информации в компонентах процессора Cell, а именно PPU и SPU. Интерфейс P3X выглядит следующим образом. То есть это что-то вроде карты всех ядер процессора. Вы можете перемещаться по ней и смотреть, что именно загружено и обработано в определенных частях процессора. На этой демонстрации можно увидеть диспетчер лодов транспортных средств, асинхронную обработку рендеринга, библиотеку анимации и прочее. Второй инструмент, которыми пользовались специалисты, это JobQ. Принцип работы этого инструмента достаточно сложен в описании для широкой аудитории, поэтому я скажу кратко. JobQ — это инструмент для многопоточной разработки, который позволяет упростить написание кода и оптимизировать его для 8-ядерного процессора третьей PlayStation. И последний инструмент — это Blackbox. Blackbox — это умный инструмент отладки, который при запуске игры записывает абсолютно все, что происходит в самой игре, добавляя при этом все детали происходящего, начиная от версии архивов, заканчивая временными метками. И этот инструмент позволяет быстрее найти источник ошибки и избежать случайных сбоев. А на первых этапах разработки инструмент даже автоматически отправлял письмо с отчетом об ошибке программисту, в чью зону ответственности входила эта ошибка. Но со временем эту функцию вырубили, потому что эти бесконечные письма начали всех раздражать. На слайде представлен полный список всех проблемных моментов, которые необходимо было оптимизировать за оставшиеся 3 месяца. То есть по большей части, как вы можете видеть, это оптимизация вещей, связанных с рендерингом. Данный слайд демонстрирует краткий обзор того, как создается один кадр в Человеке-пауке. Я не буду подробно останавливаться на этом, чтобы не превращать интересное видео в душноту. Кто хочет подробнее изучить этот слайд, смело ставьте видео на паузу. Итак, а теперь к самому интересному. Какие же основные проблемы решал наш с вами анонимный докладчик? Одна из первых проблем — это оптимизация рендеринга окклюзии. В первоначальном коде создавался массив данных под названием BSP-дерево, которое содержало информацию о всех находящихся рядом с паучком объектах. Далее по массиву выполнялся поиск всех четырехугольников, которые находились в поле камеры, и уже из них создавалась окклюзия. Но что сделал наш анонимный специалист? В новой версии кода все так же строилось BSP-дерево, а дальше создавался Z-буфер с этими же объектами, но низкого разрешения. И уже по ним проводился поиск, и те объекты, которые необходимо было отрисовать, уже добавлялись в список рендеринга. И уже объекты в списке рендеринга проходили проверку, должны они отрисовываться или нет. Но сама изюминка в том, что все эти функции были распределены по разным компонентам процессора. Такой подход позволил, во-первых, не перебирать по несколько раз все окружающие оригинальные объекты, поскольку это банально ресурсно затратно. Во-вторых, это позволило разгрузить как центральный, так и графический процессор, работая с аналогами объектов низкого разрешения. И в-третьих, это позволило избавиться от лишних объектов в памяти, которые не требуется рендерить. Следующий этап оптимизации еще более сложен в понимании и объяснении, но я попробую. Суть заключается в том, что в оригинальном коде почти все команды посылались одновременно на все ядра процессора, что создавало большие очереди
очереди при обработке данных. И решение заключалось в том, чтобы SPU компонент процессора обрабатывал только шейдеры, а PPU компонент обрабатывал все остальное: специальные эффекты, системы частиц и полупрозрачность. А взаимодействие между этими компонентами процессора производилось с помощью GCM буфера. Это позволило равномерно нагружать разные компоненты процессора и сделать процесс обработки задач более асинхронным, что повысило производительность отрисовки сцен. Последняя проблема, которую предстояло решить нашему с вами специалисту, это оптимизация лодов для графического процессора. Проблема была в том, что лоды зданий вели себя точно так же, как полноценные здания. Их отражения и тени рассчитывались во всей своей красе, независимо от того, насколько далеко мы находимся от этих зданий. Это, конечно, все очень зрелищно, но это давало очень сильную нагрузку на процессор. И решение заключалось в изменении системы координат. Отчет для расчета освещения лодов решили сделать относительно камеры. И получилось, что чем ближе объект находится к камере, тем точнее у него отрисовываются тени и отражения, а при отдалении вся эта косметика становится менее точной, вплоть до полного исчезновения. И этот подход позволил значительно разгрузить кэш и память графического процессора RSX. На этом выступление докладчика заканчивается, и мне с одной стороны грустно, что я не могу полностью передать все мелочи оптимизации, но с другой стороны, ключевая часть моей аудитории — это, вероятно, люди, далекие от разработки. И я думаю, вам было бы сложно и не так интересно, если бы я дословно перевел 40-минутное выступление докладчика-программиста. Поэтому, если вы хотите детальнее разобраться в оптимизации третьего паучка на третью PlayStation, я оставил текстовую расшифровку выступления у себя в телеграм-канале. И вы думали, это все? О нет! Последнее, о чем я расскажу, взорвет ваш мозг. Последний в сегодняшнем видео анонимный информатор, который работал над вторым Человеком-пауком, сообщил, что оставил в игре скрытые чит-коды. Изначально разработчик поместил забавную отсылку в игру по умолчанию, но в продакшене заявили, что она неуместна. Но вместо того, чтобы удалить фичу, разработчик спрятал ее в коде игры. Собственно, что же это за читы такие? Первый чит, по словам информатора, можно активировать, если во время загрузки бьюгла ввести определенную комбинацию кнопок. И в таком случае, после загрузки интерьера в туалетных кабинках редакции начнут появляться люди. Второй чит можно активировать следующим образом. После загрузки интерьера бьюгла можно пройти двумя путями: либо в редакцию, либо упереться в тупик. Если мы выберем второй путь, дойдем до упора, остановимся и введем определенную последовательность кнопок, то на столе Джей Джоны появится, цитата, «что-то особенное». Само собой, за 19 лет анонимный разработчик забыл последовательность кнопок для активации читов. Поэтому этот челлендж я оставляю вам, дорогие подписчики. Если у вас получится активировать хотя бы один из читов, делитесь успехами в комментариях к видео или в телеграм-канале. Что же можно сказать в заключении к данному видео? Во-первых, существование соглашения о неразглашении спустя столько лет объясняет многие странные вещи. Например, почему некоторые разработчики не идут на контакт, почему со многих новостных порталов удаляются старые интервью по третьему паучку, где описывались вырезанные механики, и почему внезапно многие художники начали очищать и удалять свои портфолио. Во-вторых, когда в интернете вам говорят, что старые игры Treyarch сделаны на движке Treyarch NGL, не верьте им, вам врут. Запомните и распространите. Старый движок Treyarch называется Arch Engine, а NGL — это графическая библиотека. И в-третьих, я, конечно же, безумно благодарен всем разработчикам, которые нашли буквально несколько минут в своем загруженном графике и смогли пообщаться со мной. Для меня это огромная честь. Правда. Порой мне кажется, что в подобных видео я хожу по очень тонкому льду, и однажды Activision вообще могут кинуть страйк моему YouTube каналу. Поэтому, друзья, чтобы поддержать мои старания, не забудь поставить лайк этому видео и подписаться на Telegram и YouTube канал, чтобы не пропустить новые видосики. Всем спасибо и всем пока. С вами был Спайди Санта.